Ребята, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале. И для вас я буду выполнять обзор новинки этого года. Колода Таро Эфира, или Таро Эфиров, некоторые так называют, или Эфирное Таро. То есть каждый здесь, у каждого свое восприятие, но называется оно Эфирное Таро, если быть корректными. Итак, давайте знакомиться, давайте смотреть, потому что мой директ в Инстаграм просто разорвали. Всех действительно очень удивила и заинтересовала эта новинка. Я имею в виду людей практикующих. Что мы здесь видим? Давайте пока отложу сами карты. Пришла колода вот в таком вот боксе. Скажу честно, не выполняла распаковку. В принципе, никогда этого не делаю. Почему? Потому что мне сначала нужно ознакомиться с колодой самостоятельно, напитаться. Да, может, вы не видите все этой красоты, как запакованы эти инструменты, какими они приходят. Но, тем не менее, упаковка была идеальная. Очень все красиво упаковано, сделано. Но есть ряд недочетов, о которых я, конечно же, скажу. Итак, первое, мне не понравился бокс. Даже при очень бережном, аккуратном открывании все равно колода, видите, здесь порвалась. Потому что сильно была она спрессована, и как я не пыталась ее открыть специальными инструментами, да, не руками, чтобы не повредить, все-таки этого сделать не удалось. Дальше, в колоде нет вложенного мануала. И ребята здесь положили, ну как сейчас, в принципе, все по-современному делают, вот такую вот визитку, где у нас указан QR-код, по которому мы можем пройти. Собственно, что я сделала, сейчас вам покажу. Вы заходите по QR-коду и можете увидеть, ну, либо скачать себе полностью книгу, да, либо заходить точечно по мастям, простите, да, и смотреть значение того либо иного аркана. Глобальной какую-то информацию вы для себя здесь не подчеркнете. Ну, потому что, смотрите, например, туз пентаклей. Прямое положение перевернутое, краткое содержание аркана, да, и опять значение в перевернутом положении. Все. Ну, это максимум, наверное, будет актуально для новичков, потому что не могу сказать, что для тех, кто у нас практикует давно, это будет интересно. Еще не нашла название автора. У ребят на сайте так, в принципе, и не допросилась эта информация. Может, еще, конечно, ответят, но пока тишина. В любом случае, колода действительно шикарная, стоящая, только ребятам, если будут пересдавать, как и рекомендация, как пожелание, наверное, от пользователя, это поменять бокс. Естественно, что это будет удорожать стоимость колоды, но оно того стоит. Сейчас же колоду храню в специальной шкатулке, в мешочке. Итак, сама колода, что же она из себя представляет, почему конкретно выбрала ее и мое, в принципе, мнение, стоящий это инструмент или нет. Колода поражает своей глубиной, необычайностью красок. В принципе, знаете, вот легкостью восприятия, чтения информации. Безусловно, у каждого из вас будет по-разному, но я впервые, когда ее видела, ребята, которые создали колоду, выложили видеообзор, и я прям погрузилась. Мне было так легко, так комфортно, информация прям шла потоком. Что значит, меня тоже спрашивают, идет информация? Но когда вы смотрите на какую-либо карту, и все, вам уже по ней, знаете, как идет пазл, ответ просто, допустим, вы смотрите на карту, понимаете, о чем она говорит. То есть у вас она вызывает какие-то чувства, эмоции, видение ситуации. Вот это называется, идет информация. Давайте обратим с вами внимание на сам аркан. Значит, в колоде нет пустых карт, поэтому если у вас пропадет какой-то из арканов, к сожалению, вам придется покупать новый инструмент, потому что дополнить самостоятельно, по принципу, как некоторые мне говорят, ой, да я там вырезал из картона, и нормально, ребят. Но это все равно выбивается с колоды, это мешает вам работать, и это, как я говорю, уже не то пальто. Давайте сравним, в принципе, с колодами из масс-маркета, чтобы вам было понимание у вас, да, каковы размеры. Видите, она уже, она выше. Комфортно ли работать? Мне комфортно. Более того, данная колода, она выглядит более статусная, более респектабельной. Поэтому если вы работаете и вам крайне важно не только грамотно, качественно подавать информацию, но и, допустим, удивить вашего потребителя, вашу целевую аудиторию, эта колода вам однозначно зайдет. Что мы здесь видим? У нас позолоченный срез, идеальная вырубка, все прекрасно сделано. Не смотрите на то, что она несколько изогнута, это уже так сложилось в процессе работы. Почему? Потому что, смотрите, карты большие, у меня ладонь не очень большая, и когда я тасую, видите, несколько идет изгиб. Безусловно, вы можете тасовать колоды совершенно по-разному, разными методиками, и такой проблемы у вас не будет.
Рубашка у нас здесь односторонняя, но могу сказать, если вы практикуете на прямых и перевернутых, вам это не будет никоим образом мешать, потому что когда вы погружаетесь в поток, вы в принципе на эти нюансы даже не обращаете внимания. И что, безусловно, нравится, что подкупает в этой колоде, это двухсторонняя матовая ламинация. Почему? Потому что если у вас есть свои социальные сети, вы ведете видеоблог, у вас карты не бликуют, хорошо показывают информацию, и здесь, как следствие, вы действительно сможете делать качественный контент. Перейдем к самим арканам. Итак, что нравится в первую очередь больше всего? Монохромность. То есть колода выполнена в одной цветовой палитре. Для меня это крайне важно. Здесь она вся выполнена в сине-желто-коричневых тонах. Почему это имеет значение? Ну вот у тех, у кого были колоды, допустим, Таро воды, Таро карнавала, вот все эти новомодные штучки, я потом выполню обзор, вы посмотрите. Сейчас очень модно, когда одну колоду, допустим, создают порядка 78 художников или там несколько художников, каждый прорисовывают свои арканы. Это все имеет место быть, и каждый аркан будет по-своему красив, но когда вы собираете таковую колоду воедино, у вас получается винегрет. И раскладывая, ну, честно, не то пальто. Безусловно, это мое субъективное мнение, оно может не совпадать с вашим, не отражать ваш опыт практики, но я вам просто советую от себя. Эта же колода вся в единой стилистике, вся очень глубокая, красивая, качественная, то есть ее не только приятно брать в руки, на нее приятно смотреть, погружаться в эти арканы, в эту прорисовку. Эфирное таро действительно уникально. Что мы здесь видим? Вы знаете, что я не любитель рамочных колод, но это, наверное, одна из исключений. Здесь есть рамка, но тем не менее, за счет того, что очень большой визуальный ряд аркана, это не мешает. Вы действительно как проваливаетесь в эту картинку, в глубину, в красоту карты. Вот подпись на английском языке. Дурак. Здесь нет, как вы обратили внимание, ну, вот присмотритесь, не изображен 0. Это как начало пути. В дальнейшем нумерация арканов присутствует, но вот я говорю конкретно про аркан Дурак. Соответственно, что это наталкивает? Это говорит о том, что эта колода является представителем колод смешанной традиции. То есть она не принадлежит ни к английским, ни французским школам. Я потом объясню почему. Потому что сила в этой колоде 11, справедливость 8, но при всем при этом все арканы младшего порядка прорисованы. И Дурак здесь все-таки стоит в контексте первого аркана. Он открывает колоду. Что могу вам сказать? Мне многие говорят, почему вот только прописано на одном языке. Для тех, кто не знает английский, переводчик работает, я думаю, с этим проблем у вас не будет. И колоды, конечно же, я всегда подаю с позиции визуального ряда, то есть галерея колоды, чтобы вы могли просмотреть карты, насладиться их красотой, их атмосферой, их энергетикой, прочувствовать их, понять для себя и осознать, подходит вам этот инструмент или нет. Колода, я думаю, вы обратили внимание, увидели, прочувствовали, создана искусственным интеллектом, Midjourney, или там нейросетью, как сейчас принято говорить, да. Но она является такой вот изюминкой уникальной, потому что, честно, большинство колод, созданные Midjourney, у меня таких тоже достаточно, они бы размытые, тусклые, мрачные, с огрехами. Но с огрехами какого плана? Там у людей по 7 пальцев и так далее. В общем, есть недостатки. У кого есть такие инструменты, вы могли это заметить. Здесь же ничего подобного нет. Очень красивая, очень вся такая нежная. Ну, действительно потрясающая. Конечно, она на любителя. Кому-то она зайдет, кому-то не зайдет. И по поводу вопроса, стоит ли ее брать в работу новичкам, ну, как я говорю, на будущее. На будущее, потому что если вы не владеете теоретической базой, вам пока будет сложно здесь что-то считывать, что-то понимать. Ну, разве что, не знаю, там заучить мануал, использовать это на практике. Очень прекрасное колесо фортуны. И на вопрос, стоит ли брать, ну, коллекционера могу сказать, однозначно стоит. Почему? Потому что это один из тех инструментов, которые со временем будут только дорожать в стоимости. Вы знаете, что есть ряд колод, которые стоят и от 10 тысяч долларов и выше. Коллекционеры меня понимают, о каких вещах я говорю. Могу сказать, что в будущем это будет один из таких инструментов.
Поэтому, как я говорю, если вы берете впрок с целью потом на этом заработать, это как раз будет одна из тех колод. Очень нравится по качеству. Просто потрясающе. И тактильно, и визуально. Гаджет, возможно, не передает всю глубину красок этой колоды, но она действительно просто прекрасна. Посмотрите только на аркан звезда. Как красиво он выполнен. Основной, наверное, такой посыл, который вы мне оставляете в комментариях, что это за обзоры. Обзор должен в себя включать рассказ о том, как у вас колода работает на практике. Это глупость, ребята, я объясню почему. Потому что то, как колода со мной взаимодействует на практике, будет касаться только меня и этого инструмента. Это, допустим, не будет полезным для вас, потому что с вами инструмент может взаимодействовать, а может вообще не работать, понимаете? И наработки у вас будут свои собственные. Поэтому никогда в обзорах я не даю, вот вы знаете, у меня эти карты проигрались вот так или вот так. Да, возможно, для вас эта информация будет полезной, но я не вижу в этом смысла. Могу, вот почему я вам даю с позиции визуального ряда, чтобы вы посмотрели с позиции галереи. Вы погрузились, углубились и для себя прочувствовали, нравится вам или нет. Углубляетесь ли вы в поток? Идет ли вам информация? Доставляет ли вам, не знаю, удовольствие просмотр этой колоды? Хотелось ли бы вам подержать этот инструмент в руках? Конечно, бывают и такие ситуации, как я говорю, ожидание реальности. Смотрите, неважно, видео, обзор или там где-то фото в интернете, и колода вас поражает своей глубиной, своей красотой. Она к вам приезжает, и вы понимаете, что нет коннекта, нет контакта. Но здесь единственное, что я могу вам порекомендовать, перед покупкой самим себе разложить, стоит ли вам приобретать этот инструмент. Бывает, конечно, и другая проблема, другая ситуация. Колода прекрасная, все идет и классно, но колода может к вам приехать бракованной. У меня были такие ситуации, были такие неприятные моменты. Или там оцентровка карты некорректная, или там где-то смыта краска. Знаете, как сползло изображение. Здесь такого вы не увидите. Все выполнено качественно, добротно, поэтому колода стоит своих денег. По поводу стоимости колоды. Сколько? Я не могу сказать, потому что на разных сайтах разная стоимость. Это первый момент. И все еще зависит от того, в какой стране вы проживаете, сколько вам обойдется доставка, плюс какую доставку вы, допустим, для себя выберете. Срочную или несрочную, это тоже влияет на стоимость инструмента. Но могу сказать так, стартует, я просто брала по скидке в свое время, когда я дождалась этого момента, и там ко дню таролога была распродажа. И я взяла себе эту колоду, не помню, по-моему, $52. Какова сейчас стоимость, я вам не подскажу, поэтому смотрите, ищите, для себя подбирайте. На этой колоде я уже выполнила несколько раскладов. Вы с ними можете ознакомиться на моем канале. Как раз посмотреть, прочувствовать, как она вам в работе. Точно ли она доносит информацию. Почитать, в принципе, комментарии тех людей, которые загадывали, выбирали варианты и давали обратную связь. Верно ли колода дает информацию? Я, точнее, как проводник, да, по этой колоде или нет. Мне она, безусловно, нравится, и если так взвесить все за и против, приобретать или не приобретать, однозначно приобретать, потому что она того стоит. Легкая в работе, она не является темной, поэтому если кто-то переживал по этому поводу, ой, темная, не буду брать, не зайдет, это просто ваш выбор, ваше субъективное видение и ощущение. Но таковой она не является, еще раз хочу сказать. Очень здесь нравится 8 пентаклей. Очень красивая. Опять же, могу сказать это, колода для эстетов. Кто любит все красивое, все прекрасное, вам зайдет однозначно. Посмотрите, как здорово. Королева пентаклей.
Если вдруг быстро листаю арканы, можете поставить на паузу, чтобы рассмотреть ту либо иную карту. Но вот что мне нравится в таковых колодах, которые создает искусственный интеллект, что даже негативные карты, они здесь не несут прям прямой негативный посыл. Посмотрите на тройку мечей, насколько она красива. Да, здесь считывается энергетика, считывается посыл, о чем здесь говорят арканы. Ну, это понятно, допустим, и по той же пятерке мечей. Но, тем не менее, смотришь на это больше как на искусство. У кого она есть в работе, пишите свои комментарии. Мне интересно будет почитать, как она с вами взаимодействует. Понравилась ли она вам? Я в восторге. Кстати, мне здесь очень нравится девятка мечей. Настолько красиво проработана, просто идеально. Но, естественно, этот инструмент не для всех. Так, вот наша королева мечей и король мечей. Это такой кратенький обзор. Повторюсь, акцент здесь на визуальный ряд, но колода просто пушка. В руках горит, информация идет, легко с ней работать, комфортно. И действительно такая вот, все точно, прям бьет в цель. Информацию подает прекрасно. Поэтому, допустим, я очень довольна этой покупкой, этим приобретением. Но буду ждать информации от вас. Вас благодарю за просмотр, за то, что остаетесь со мной. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие обзоры хотели бы посмотреть, на какие инструменты. Я постараюсь в ближайшее время их выполнить. С вами не прощаюсь. До новых встреч.